Всем привет! Вы на канале Coffee Channel. Продолжаю делать для вас обзор пляжей острова Колан. И сегодня мы приехали на Нуал Бич, известный также в народе как Манки Бич. Из названия понятно, что основной фишкой данного пляжа являются обезьяны. Сегодня я покажу вам все особенности этого пляжа. Давайте зайдем на его территорию. Протяженность пляжной полосы пляжа составляет порядка 300 метров. Песочек такой бело-желтенький. Ну, надо сказать, что пляж не очень просторный. Добраться на него можно как с пирса Таваен, так и с пирса Набан. Стоимость тук-тука составляет 30 бат. Стоимость мотобайк такси 50 бат. Как видите, имеется тень в виде деревьев. Стоимость лежака здесь, к сожалению, всюду 100 бат. Довольно высокая, ну, то есть это самая высокая стоимость на пляжах Колана. Сейчас мы узнаем цены на маркерные такие, скажем, товары. How much chunk big? 120. 120. 120 бат. Стоит большой чанк. You make smoothie. Окей. How much? 80 бат. Окей. Как видите, можно заказать различные смузи стоимостью 80 бат. Ну, есть тут какие-то за 100, особо красивые. Thank you. Ну, также ведется и кое-какая торговля, видим, что, наверное, не является необходимым. Смотрю, можно здесь купить даже и всякий шурум-бурум. Можно покататься на банане, можно покататься на скутере. Имеются качельки для фотосессий. Но что я уже могу сейчас отметить, пляж довольно-таки грязный. Мусор встречается практически повсюду. И вот эта вот плотность застройки лично меня немного напрягает. Я люблю более просторные пляжи. Конечно, сейчас у нас прилив. В отлив здесь, может быть, немного добавится. Но, насколько я помню, по предыдущим годам и в отлив здесь не сказать, чтобы сильно широкая пляжная полоса. Заход в море, кстати, здесь, если купаться в центральной части пляжа, пологий и песчаный. В принципе, в этом каких-то нареканий не вызывает. А с боков имеются скальные выступы, кораллы, рыбки. Я уже сегодня поплавал с масочкой. В общем, есть что посмотреть. Хотя, конечно, не вау. Также предупреждаю своих зрителей, что на пляже, по крайней мере, в прежние годы наблюдались морские ежи. Сейчас я, правда, в процессе плавания не заметил. Но, как знать, я проплыл не сильно много. Обезьяны, собственно, обитают вот в той части пляжа, на склонах вот этого холма. Чуть позже мы сходим, попытаемся их понаблюдать. Также мы видим, что на пляж прямо непосредственно причаливают спидботы, что является минусом. Итак, друзья, за берег поставим 2 звезды из 5.
оценка серьезно снижена благодаря наличию огромного количества мусора. В частности, в южной части пляжа имеется прямо-таки оформленная помойка. И все это в непосредственной близости от пляжной зоны. Расстояние до ближайших лежаков, я бы даже сказал, до моего лежака всего метров 25. Также пляж тесноватый, пляжная полоса достаточно узкая. Правда, она расширяется к северной оконечности пляжа, именно там, где мы будем чуть позже смотреть обезьян. Также хочу заметить, что это единственный крупный пляж, который ориентирован на материк. Мы можем видеть побережье Паттайя. Мой взгляд сразу привычно выхватывает знакомые силуэты моего любимого Амбассадор-Сити, в котором я больше всего отдыхал. Такая особенность. Касаемо воды. Претензий к чистоте никакой нету. Я стою на глубине по грудь, вы видите, вода очень прозрачная. Однако и здесь я вынужден серьезно снизить оценку благодаря наличию мусора, который плавает в воде. Плавает в воде, находится на дне. Я уже поплавал с масочкой и убедился в том, что всяких банок, пакетов там более чем дофига. Поэтому за воду мы поставим 3 звезды из 5. Ну а касаемо плотности отдыхающих на единицу площади, я думаю, это тоже будет 3 звезды из 5. Сейчас еще не совсем час пик пляжный. Я думаю, народ еще немного подъедет, и как раз плотность будет соответствовать 3 звездам. Итак, друзья, давайте наконец осмотрим основную фишку данного пляжа, то есть обезьян. Я нахожусь в северной части пляжа Нуал-Бич. Отсюда начинается тропинка, ведущая к вот этому вот большому дереву, где, собственно говоря, и максимальная вероятность увидеть обезьян. Там они прикормлены. Есть такая площадочка для кормления. Туда даже привязаны веревки, чтобы было удобнее подниматься туристам. Давайте посмотрим, улыбнется ли нам удача сегодня увидеть обезьян. Я пробираюсь в самый эпицентр. Мне уже подсказали, что им надо либо бананы, либо водичку. Воды пресной на острове нету, поэтому они любят воду даже еще больше, чем бананы. В принципе, они и без моей воды уже прекрасно позируют. Что, вы пить не хотите, ребята? Вот с этой стороны. Сейчас я верхний сниму. Дайте им пошерстить, она услышит. Тот спустится все равно, пить-то не успел. Вот сейчас подойдет, смотрите. Прямо из бутылочки ее поедем. Ну-ка, давай. Поедите, вот. Поедите. Понимаете, да, она заберет. Ну чё, как тебе? Вода? Видите, друзья, какой эксклюзив. Будешь пить? Тут поела, там поела. Какая прелесть. Воды не хватает. Воду больше отбирать. Что, еще будешь пить? Давай. Вот так вот, друзья. Такой плюс этого пляжа. Сейчас. Ну-ка, Этот уже прям требует. ты даешь. Ты не давись, что ты прожуй нормально. Вот такое здесь развлечение у туристов. Здесь все для посетителей, даже веревочки.
Мы понять не могли, нам сказали, если Стой, наоборот. На этом мой обзор подходит к концу. Удача нам улыбнулась, как видите, и мы выполнили программу максимум. Ну и если фильм вам понравился, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Каждый четверг у меня премьера нового фильма. Пишите комментарии, пересылайте ссылку друзьям и знакомым. Огромное спасибо за просмотр и до встречи в следующих выпусках.